Всем привет! Меня зовут Дмитрий Мячин, я руководитель команды ТБ Racing, и сегодня мы собрались здесь на Урале для того, чтобы провести первые тесты нашего нового автомобиля Suzuki Swift R4. R4 – это такой класс, который был создан для того, чтобы заполнить пропасть между R2 и R5. Как мы знаем, что переднеприводным быстрым гонщикам очень сложно пересесть на полный привод на автомобиле R5, потому что это стоит очень дорого. Соответственно, сделали такую машину, такую концепцию автомобиля, которая позволяет экономить там, около 30% при пробеге машины, при этом ездить на действительно правильных инженерных автомобилях. То есть в основе класса R4 лежит унифицированная трансмиссия, двигатель и подвеска, которая для всех автомобилей одинакова, что делает этот класс более конкурентоспособным с точки зрения не бюджетов, наверное, а больше мастерства пилота. При этом инженерная работы остается очень много, потому что, во-первых, это все нужно грамотно установить в кузов, доработав его предварительно. Во-вторых, огромный объем настроек, подготовки, тестирования, которые также нужно делать, и при этом это получится дешевле, наверное, до 50% по сравнению с машинами R5, потому что и конкуренция все-таки на данном этапе ниже. Дело в том, что изначально мы планировали установку кита R4 в различные кузова, но мы четко отдавали себе отчет в том, что мы сможем хорошо решить инженерную задачу только на уровне, как это все впихнуть в кузов. На самом деле инженерная работа при постройке автомобиля намного глубже, и всего, пожалуй, не больше десятка или 15 человек в мире, которые способны это сделать. А поскольку мы хотим работать с самым качественным продуктом, то мы выбрали уже спроектированный автомобиль, который был спроектирован командой, заводом Река по установке в данный кузов. При этом у нас остается огромная возможность работать с большим набором инженерных вещей, настройками. Это просто непаханное поле, но это уже та работа, которая будет связана не с борьбой с ветряными мельницами, а именно с перформансом, то есть с увеличением скорости и удовольствия от вождения данного автомобиля. Первое впечатление, что машина достаточно хорошо собрана, то есть если не сказать, что это R4, по всем признакам она очень похожа на R5. То есть качество исполнения, детали, в общем, приятное очень впечатление, приятный салончик, и машина в движении ощущается очень легкой, послушной. Мы сегодня провели очень хороший тестовый день, исследовали доступные нам настройки, конечно, не так много пока запчастей и вариантов, но, тем не менее, даже с тем, что есть, мы поработали, и, такое позитивное очень ощущение, потому что машина откликается на настройки, едет приятно, достаточно быстро, так что, потенциал класса интересный, я уверен, что на закрученных дорогах она будет вполне себе конкурентоспособной. Она как пушинка, она легко рулится, она очень хорошо тормозит, практически как R5. Все прототипы, что я тестировал, они по ощущениям тяжелые. То есть они достаточно массивные, они немного неуклюжие, да, мощные, но при этом у них нет той легкости, которая позволяет прям играючи управлять автомобилем и, так сказать, парить на трассе. Вот в этой машине это чувство есть. Основной минус прототипов, да, это нехватка именно инжиниринговой какой-то составляющей в проектировании самого автомобиля. Понятно, когда этим занимаются опытные инженеры с большим гоночным опытом, то получается. И вот здесь вообще нет ощущения, что это какая-то самоделка, прототип. Это прям полноценный, такой сбалансированный действительно автомобиль. 81 левый за второй джамп, 50 джамп правее, 32 левый. 2 левый, 30 распусти, 3 левый чуть длинный, жир, 32 левый длинный. Это автомобиль, который полностью построен по канонам машин R5, и они достаточно крепкие, надежные и хорошо переносят такие вот дороги, как в асбесте, то есть такие жесткие дороги с камнями, колеей и тому подобное. Поэтому я считаю, что это одна из лучших трасс, где можно протестировать автомобиль. Кроме того, Сергей Ременник сильно заинтересовался данной машиной, поскольку он много проехал в чемпионате Европы по ралли. Там эта машина хорошо применима. И поэтому он должен был пилотировать автомобиль на этой гонке, но, к сожалению, он заболел. Поскольку мы здесь все оказались, то было принято решение, что автомобиль в бой поведу я.
сейчас сложно говорить о планах в этой обстановке, но, безусловно, первое, что мы хотим сделать, это заставить машину ехать еще лучше и быстрее. Безусловно, базовые настройки хорошие, да, машина чувствуется очень легко, легко управляется. То есть я в жизни не ездил на полном приводе в ралли, и я сел, я сразу понимаю, что делать. То есть там, может быть, я как бы осторожничаю и так далее, но она очень понятна. Кроме того, по мере вкатывания возникает куча нюансов. Машину нужно действительно настроить, сделать ее конкурентоспособной именно в российских условиях. Потому что понятно, что она по мотору медленнее, чем машины класса N4. Вот, при этом у нее есть другие преимущества, связанные там, с инженерией, весом и тому подобное. Но нужно эти преимущества использовать на максимум, чтобы достойно бороться с Evolution'ами и Subaru. Как только мы говорим о более каких-то техничных закрученных дорогах с невысокими, там, с небольшими прямиками, то, конечно, она будет быстрее. Она быстрее на торможениях, быстрее в поворотах. Ну и по динамике разгона там, до 120, я думаю, она не будет уступать более тяжелым Митсу и Subaru. И 5 правый. 300 на финиш. Это тот случай, когда нам карты очень хорошо сложились, и мы сумели договориться с компанией Oreca о том, чтобы эксклюзивно представлять именно данный автомобиль Suzuki Swift R4 в странах Прибалтики и России. Кроме того, мы заключили контракт о партнерстве, и сегодня представляем интересы этой компании в Прибалтике и в России. То есть, если у кого-то есть вопросы и желание там что-то приобрести, изучить вопрос постройки автомобиля R4 или покупки готового, то милости просим.